Друзья, у меня есть давняя мечта. Уже лет 20, как я хочу попасть в Армению. И каждый раз находилась причина отложить это на потом. В этот раз я решил, что хватит. Просто сел в самолет и прилетел в Ереван. Сегодня я хочу проверить, совпадает ли тот город, который много лет жил у меня в голове, с настоящим Ереваном, с его людьми, запахами, едой и шумными вечерами. Я искренне верю, что этот город покажет нам свои самые яркие стороны и подарит множество открытий. Ереван – столица Армении, страны, которую знают не только по коньяку и потрясающей природе, но и по людям, которых она подарила миру. Великого мариниста Ивана Ивазовского, выдающегося астронома Виктора Амбарцумяна, чемпиона мира по шахматам Тиграна Петросяна, режиссера Сергея Параджанова, и, конечно же, музыканта, лидера группы System of a Down Сержа Танкяна. Друзья, привет! Вы на канале Картавый Трип, с вами Сергей, и я первый раз в Армении. Мое знакомство с городом начинается в аэропорту Звартноц, который находится примерно в 12 километрах от центра Еревана. Аэропорт небольшой, но очень уютный, все понятно и без лишнего хаоса. Сразу после прохождения пограничного контроля я покупаю сим-карту местного оператора Viva за 10 евро с безлимитным интернетом и тут же заказываю такси. Для путешествия это вообще must-have. Навигация, такси, переводчик и все это в телефоне. Дорога от аэропорта до гостиницы занимает около 30 минут. Друзья, и вот я в Ереване. И что я вижу буквально с первых минут? Во-первых, очень много зелени, несмотря на ноябрь. Город действительно утопает в деревьях и парках. Во-вторых, бросается в глаза здание песочно-розового цвета. Этот оттенок здесь повсюду. И чуть позже мы обязательно разберемся, почему так. В-третьих, люди. Много людей, добрых, отзывчивых, открытых, красивых, улыбающихся и с отличным чувством юмора. И один из таких жителей Еревана сегодня будет вместе с нами. Знакомьтесь, это Софья, коренная жительница Еревана и профессиональный гид с опытом работы больше 10 лет. Здравствуйте, добро пожаловать в Ереван. Мы с Софи в Ереване, и Софи проведет нам супер экскурсию по этому красивейшему, я не знаю, солнечному, он так сегодня... Он так и есть солнечный, да. Солнечному городу сегодня ноябрь, и тут солнце да. И тепло, и welcome to Ереван, погнали исследовать город. Мы еще начинаем. С самого начала, с основания. С самого начала, с основания. Слушай, в этом выпуске мы будем много шутить, много смеяться. София вообще жизнерадостный человек, как, впрочем, и, наверное, все армяне, да? Да, наверное, можно. Можешь сказать, армяне это веселый народ? Ответ без слов. Нет, наверное, нет. Армяне очень имеют специфический юмор. Он такой немножко саркастический, немножко с самокритикой, да? Но он сопровождает вот жизнь, собственно говоря, даже в разговорах. То есть все, не могу сказать, что мы там радуемся, как немножко умалишенные люди. Нет, но мы любим, чтобы жизнь не была пресная. Мы любим вкусную жизнь. Вкусную жизнь, как вкусная еда. Да, здесь обязательно. Очень вкусно, да. Все должно быть вкусным. Кстати, друзья, в нашем телеграм-канале я вам отправлю список ресторанов и блюд, которые мне Софи прислала. Посмотрите, я уже отведал пару блюд. Действительно очень вкусно. Поэтому давайте welcome to телеграм-канал. Посмотрите, что можно покушать и где покушать в Ереване. Ну что, начинаем с истории? Да, начнем с самого основания Еревана. Ереван был основан в 782 году до нашей эры. Основан он был царем Аргишти I. Царь Аргишти I был царем Урарту. Это название империи, как раз к этому есть некое количество вопросов. Дело в том, что вот то, что вы видите, это письменность, которая осталась от Урарту. Это клинопись. Она так называется. Дело в том, что, смотрите, клинописью пользовались очень многие национальности в регионе, очень многие страны. И поэтому очень много на данный момент есть вопросов к самому прочтению слова «урарту». Дело в том, что буквы «у» и «а», они взаимозаменимые в очень многих языках. Да? Там, например, в том же английском может быть «ю», «у» и «эй», да? И оно примерно может одинаково читаться. Поэтому многие исследователи сейчас говорят, что империя изначально
изначально называлась не Урарту, а Арарта. Арарту. Конечно, что намного более логично отсылается к той же горе Арарат. Да? При этом в то же время существовали такие названия, как Арминуя или Хаяса. Да? Это практически одновременно существовало все. Слушай, как ты повернула? Я даже и не думал, что так можно от Урарту к Арарату и Еревану. И... Да, да. Так вот, царь Аргишти, его можно назвать своего рода собирателем земель. И, по сути, он в эту сторону Араратской долины пришел, обнаружил, что эта сторона, она плодородная, более плодородная, чем то, что рядом с Араратом с той стороны. Потому что Арарат вулкан, и он в свое время выливал очень много лавы. И та сторона Араратской долины почти полностью выглядит как каменная чаша. Та сторона — это Турция. Сейчас Арарат полностью находится на территории Турции. Да, сейчас да. Да, но да, та сторона... На тот момент не было такого понятия. Это все равно, если сейчас смотрим на Арарат со стороны Еревана, это туда. В сторону Турции. Да. То есть мы не видим ту сторону, Да, понимаете, между нами и той стороной Арарат. Да. Вот, она такая каменная, и там выращивать что-то сельскохозяйственное довольно сложно. А эта сторона, сюда больше высыпался пепел, здесь было много горных рек, и можно было это каким-то образом орошать, собственно говоря. Здесь можно было добывать соль, что было немаловажно. И интересно, что то племя, которое технически владело этими территориями, почему-то здесь не построило ни города, ни крупной деревни. То есть царь Аргишти пишет: я пришел, здесь не было никого. По правде он имеет в виду, что здесь не было, условно сказать, административной части, да? То есть не было царя. И он решает, что он закрепится в этой долине, строит здесь две крепости. Одну называет Эребуни, вторую называет Тайшибани. Ну, Эребуни — это же уже Армения, правильно? А это все уже Армения, и Тайшибани — это Армения. Ага. Нет, Эребуни, дело в том, что Ереван, я понимаю, что вы имеете в виду, Ереван перенимает, грубо говоря, имя Эребуни. То есть Эребуни, Еревани, Еревань, Еревань, Ереван, оно очень созвучно. Собственно, это и есть Ереван. Да? Даже говорят, что там тоже есть Б и В, они взаимозаменяемые буквы, и возможно, что он изначально был Эревуни, что еще больше похоже на Ереван. Да? Собственно, как ни странно, по правде, Эребуни должна была быть технической крепостью. То есть она в первую очередь строилась для защиты долины. А Тайшибани должен был быть основным. Они недалеко друг от друга находятся. Сейчас, на данный момент, обе крепости, они в пределах Еревана. Эребуни есть музей. Кстати, туда можно сходить и прям по стенам крепости погулять, посмотреть, где трон-зал царя Аргишти был и так далее. А в Тайшибане проводятся раскопки. Копают, 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 копают и никак не докопают. Тайшибани — это административная граница Еревана сейчас или нет? Он внутри, он в Ереване. Он в Ереване. И Эребуни, и Тайшибани, они внутри Еревана. По правде, мы даже, если честно... В Ереване очень... Да, это свидетельство о рождении города. То есть здесь написано: вот я царь Аргишти, первый сын царя Менуа, построил здесь город, назвал его Эребуни, указана дата и так далее и тому подобное. Прикольненько. Свидетельство о рождении. У вас такого свидетельства нет. У вас бумажное, скорее всего, либо пластиковое. Кстати, таких штук было 23 штуки. А почему 23? именно 23? Он много писал, причем эти таблички, эти клинописи были не только в Ереване, но и в родном городе. То есть он прям записывал все, что он совершал. То есть там даже есть таблички по поводу построения амбара. Да? Нам кажется... Инструкции, получается. Не-не-не, я построил амбар на столько-то этих бочек зерна и так далее и тому подобное. Офигеть. То есть нам кажется сейчас это глупость, зачем типа писать про амбар, но тогда это было, видимо, важно, да, что типа и вот я кормлю такое количество людей и так далее и тому подобное. Царь Аргишти, опять же возвращаемся к нему, он сам был из города под названием Тушпа. Более или менее современное название – это Ван. Ван – одна из первых столиц Армении в истории. Он был в столице 3000 лет назад. За 3000 лет у Армении было 12 столиц. Ереван –
Не 12-я столица Армении. Смотри, какая связь между Ереван и Иван? Ну, смотрите, на момент, когда Ереван основывался Да. со своим названием Эребуни, Еревуни, Ереван, тот город назывался Тушпа. Так что прямой такой связи нет. А почему его назвали Ван потом? Там озеро Ван находится. Этот город сейчас на территории Турции. Там большое озеро, оно называется Ван. И город на берегу этого озера. Понятно. И назван в честь озера. Есть, по правде, интересная вещь. Тушпа и Тайшибани, вот эти два названия, они связаны. Это Тушпа – это богиня, Тайшеба – это бог. И они супружеская пара. Понятно. Интересно, что вот такая вот была интересная связь. А потом начали рифмоваться, грубо говоря, Ван и Ереван. Ага. Как-то такая вот интересная есть связь. Более того, я вам скажу, если мы берем дату 782 год до нашей эры, да, когда Ереван стал столицей, когда Ереван был построен, основан, и берем 1918 год, когда Ереван стал столицей, между ними ровно 2700 лет. Представляете, какое вот там тютелька в тютельку, вот просто год в год. Так интересно тоже совпало. Хотя на момент, когда Ереван становился столицей, никто не знал, сколько лет Еревану и когда он был основан. То есть это нельзя было подстроить. Ну, как в том мультике про панду, да? Случайность и не случайно. Да. К сожалению, из-за того, что Ереван стал столицей в начале 20 века, Ереван сразу начали застраивать. Он был маленьким городом и стал столицей, имея всего население в 300 тысяч человек. И его практически вот в течение 5 лет начали очень активно застраивать, при том, что раскопки не проводились. Раскопки... Это в 18 году, да? Да, в 18 году он стал столицей. Да. Застройка началась скорее 1923-24 год. И получается, что раскопки полноценные начали проводить только в 50-е годы 20 века. То есть прошло почти 30 лет, в которые в Ереване не копали. Соответственно, очень много вещей осталось под землей. И из-за этого у нас есть довольно большой провал в информации. Мы не очень понимаем, какое значение имел Ереван, там, предположим, в 1 веке нашей эры или в 1 веке до нашей эры. То есть у нас есть письменные источники по поводу других городов, по поводу тогдашних столиц, но именно вокруг Еревана информации печально мало, собственно говоря. И ее и невозможно добыть, потому что, по сути, если говорить про исторический слой, то он под землей. Кстати, И там здание. Извини, есть какая-то легенда, я ее слышал, читал, что вот тот мост, который в ущелье, или как там называется, да, под мостом когда-то нашли рабочие какую-то капсулу неизвестную, и неизвестно вообще, тут как бы типа инопланетяне, наверное, и потом ее залили бетоном, и сейчас ее ищут и не могут найти. Есть такая? Есть такие истории. Вообще очень много есть. Говорят, что даже когда строили один из районов города, находили скелеты китов окаменелые, что доказывает, что когда-то здесь была большая вода. То есть строители их находили, звонили там чиновникам, чиновники говорили, нам не интересно, нам надо сдать дом, объект, там, объект, типа заливайте все бетоном. Очень много находили окаменелых ракушек, окаменелых водорослей. Даже у меня есть знакомые, кто там занимается аквариумами, многие говорят, что они просто украшают аквариумы этими камешками, окаменелостями. Так, и это учитывая то, что Ереван находится на какой высоте? Начинается с 800 метров над уровнем моря. Метров над уровнем моря, прикиньте. И здесь типа был океан какой-то, да? Когда вероятнее всего, да. Находили китов. То есть получается, что история про Ноя это не совсем выдумка. То есть вполне возможно, что действительно это так и было. Ребят, Ной это не только марка коньяка. Мы про библейского Ноя говорим. Да. Плюс, смотрите, дело в том, что, по сути, примерно, полтысячелетия назад, чуть меньше, это был процесс просто, Армения была разделена на Восточную и Западную Армению. Я имею в виду Большую Армению. Сейчас мы находимся с вами в Восточной Армении. Она была в составе Персидской империи. Территории Западной Армении, они были в составе
и есть, к сожалению, хочется Ну, сказать, к короче, сожалению. говорим как есть. Да, земли Западной Армении, они находятся на территории Турции. Турция, да. То есть тогда это была Османская империя, сейчас это Турция. Мгм. Восточная Армения была в составе Персидской империи до 1827 года. В 1827 году по приказу царя Николая I была взята Ереванская крепость, и вся Восточная Армения перешла в состав Российской империи. Ну как взято, ребят? Захвачено, наверное, да? Ну, взято, условно, если термин такой. Захвачена часть... Паскевич, генерал Паскевич брал Да. Ереванскую крепость. С ним был Александр Сергеевич Грибоедов. У Паскевича был титул за взятие Еревана. Он стал граф Ереванский. Но на тот момент это звучало как граф Ереванский. М. Вот. Александр Сергеевич Грибоедов за это получил медаль. У него была бы медаль за взятие Еревана. Сейчас Ереванской крепости, вот персидского образца, да, дворец, который был тогда, его не существует. По сути, еще во времена Российской империи он был разрушен в большей степени. На этом месте сейчас коньячный завод «Арарат», коньячный завод «Ной» и мэрия города Еревана. Да. Кстати, интересно, конечный завод «Арарат» находится на одном берегу реки, Да. а конечный завод «Ной» находится на другом берегу реки. А раньше это было одно производство, получается. Конечно, да. Просто «Ной» — это старое здание со старыми подвалами, а «Арарат» — это здание 60-х годов. И Ной, сейчас вы увидите, как выглядит Ной, он выглядит как крепость. Вот, если ехать издалека смотреть, это не завод коньяка и водки и все прочее, это какая-то крепость. Да, он такой темный. Темный, да, Мрачный. классно. Да. Кстати, к вопросу о темности. Вот мы сейчас с тобой где находимся? На площади Республики. Мы с тобой на площади Республики. Да. И еще Ереван называют розовым Розовый город. Розовый город. Розовый. Туф. Почему? Туф — это вулканическая порода, Вот это все материал. вот эти вот дома, которые мы вокруг видим, и все те дома темных цветов, это... Это все туф. Туф. Все туф, да. То есть это не облицовка. Не-не-не, И стены из него состоят домов, да, и вот такие вот разные оттенки получается. Смотрите, какая фишка у туфа. Туф — мягкий материал, Ага. это смесь пены и, ну, можно сказать, что это Пойдем такой поглядим. шлак, да, как пемза, Ага. да. Он пористый, и можно сказать, что он даже мягкий. Мгм. И туф больше 5 этажей или 6 этажей, да, Мгм. целиком из туфа, ну, не строить. Даже если обратите внимание, вот здесь здание, фундамент базальтовый, он более твердый. Видите, базальт, он тверже материал. То есть фундамент старались сделать более твердым, а красивую часть сверху делали уже из туфа. Мгм. Если вы видите здание 9, 15, 10 этажей, да, ну, высокое здание, то оно обложено туфом. Если вы видите маленькое здание, ну, 5 этажей там, или что-то вот вокруг, то оно построено из То есть туфа. вот здесь, на этой площади, дома, которые мы видим Они вокруг нас, они построены построены из из туфа. Да. Туф, он залегает градиентом. Мгм. То есть он начинается от светлого, меняется оттенок и спускается до самого темного, до черного. Да, черный, он настолько глубокий, такой красивый цвет. Мы, Да. наверное, подойдем сейчас к тому Конечно. дому, да, с тобой? Смотрите, ребят. Видите, на зданиях есть украшения, такие вот декоративные элементы. На всех зданиях. Здесь вся площадь Республики, она украшена этими элементами. Это не просто узоры, это флора и фауна Армении. А еще это копии с армянских храмов и монастырей. Но не просто армянских храмов и монастырей, а тех, которые или были разрушены землетрясениями, или остались на территории Турции. То есть, повторяя эти узоры здесь, архитекторы старались сохранить историческое наследие для будущих поколений. Кстати, колокол — это церковный колокол. Звонят часы. Звонят они каждые 15 минут. А фонтан на площади Республики — это был первый отдельно стоящий поющий фонтан в Советском Союзе. 5-й в мире и единственный на тот момент, кто умел петь под живую музыку, под оркестр. Да, ребят, ну сейчас ноябрь, фонтан уже не поет. 1 мая по 31 октября. Да, площадь готовится к новогодним мероприятиям. Украшают вовсю. Да, теперь вы тоже знаете этот секрет, что украшения
в этих домах это не просто украшения, абы как. Это носители культуры и истории Армении. В Ереване очень много питьевых фонтанчиков. Вода чистая, вкусная, горная, холодная. Ну, подожди, прям горная. Да. Вкусная, да? Да. Но даже на вкус, просто даже если нету доверия, то чуть-чуть попробовав, ты понимаешь, что она питьевая. То есть, ну, человек же может определить, чтобы, ну, как минимум по вкусу, что можно пить, а что нет. Окей, смотри, Да. вода, вот течет просто так вода. И у меня сразу возник вопрос. Сколько стоит вода в домохозяйствах? Ой, она недорого получается. Мы, например, я дома не экономлю воду, я такая немножко расточительная в этом вопросе, я люблю ванну принять и так далее. В общей сложности, получается, у нас живет 3 человека, мы никто не экономим воду, и мы платим около 3000 драм в месяц. Это сколько в евро, чтобы людям было понятно? Ну, если в евро, то надо разделить на 400, то есть это получается до 5 евро. В месяц? Да. 5 евро в месяц, семья из 3 человек, неограниченное использование воды. Ну, это дешево. Ну, да. Окей, Единственное, что у нас горячая вода не идет в квартиры, мы греем воду сами. Да, хорошо. А если мы вот коснулись современности, да? Электричество, это дорого вообще в Армении? Дорогое? Ну, скажем так. Это смотри. такой вопрос, я скажу недорого, люди Да, скажут дорого. Да, вот, дорого-недорого, это вопрос соотношения Очень расходов и доходов, да. Но, то есть, недорого. Нет, я подъемно. Скажу так, подъемно. Для пенсионера, да, это будет проблема. То есть, смотрите, как у нас все на счетчиках. У нас счетчики на электричество, счетчики на газ, счетчики на воду. То есть мы все платим по счетчикам. То есть, по сути, сколько ты будешь платить, зависит исключительно от тебя, от твоего потребления. Естественно, коммунальные из-за этого зимой они больше. То есть они, ну, для нашей семьи это вокруг $100, 100 евро. 100 евро 100-120 в месяц. евро. Это получается газ. Газ, вода, электричество и даже, по-моему, интернет с телевидением. И телефон. Ну, это недорого. Или дорого, ребята, пишите в комментариях. Да, я не могу сказать, то есть это зимнее, это 100-120 евро. Да? Да, если учитывать, что, например, пенсия 100 евро, Ну, больно. больно. Пенсионерам Да, больно, да. больно. Но мне кажется, пенсионерам всех стран К сожалению. Ну, постсоветского пространства точно. более чем. собственно Ну, говоря. я думаю, не только постсоветского пространства. Просто в Европе и коммуналка стоит в разы дороже, ну да. да. А пенсии там, ну, не особо Ну, больше. летом получается почти в половину. Мгм. То есть отопление убираешь и это. Но люди по-разному топят. Например, я знаю, люди топят в формате там, сейчас я дома, я включил так, чтобы прогрелось, я выхожу из дома, я выключаю. А, кстати... А мы делаем не так, мы в всегда держим на В Ереване минимуме. остались еще дома, которые топятся там дровами, углем, вот такого? Я думаю, в частном секторе В частном есть секторе много, какие-то да? такие бедные, Кстати, что из себя представляет Ереван сейчас? Это 1 200 000 жителей, 1 200 000 официально, я думаю, все 1,5 в все 1,5 реальности. миллиона. Это, по сути, каждый 7-й житель. Сколько в Армении населения? Около 3. 3 миллиона. Это каждый 3-й, Ну, Живет в даже Ереване. почти каждый 2. каждый 2-й. То есть, в принципе... Но это нормальная статистика для небольших государств. Я в свое время, да, конечно, ты как-то думаешь, ну, блин, обидно, наверное, да, насчет государства и так далее. Но я когда проверила там статистику, там тоже Эстонии, Латвии, Литве Да, и да, так да. далее, там примерно все то же самое. То Да, есть ну, это вот нормальная соседняя Грузия. Грузия да. примерно такая же, То да. же самое, там в Тбилиси сосредоточена там львиная часть Практически населения. все. Да. Ну, понимаете, здесь много работы в Ереване, да, и люди как-то... Молодежь, она не хочет плохо жить, естественно, да, она не хочет там, например, делать какие-то усилия, Ну, да, или заниматься работать условно на сельским земле. хозяйством, да. Конечно, но сельское хозяйство в Армении очень хорошо датируется. Очень хорошо датируется. Хотя, опять же, сельские хозяйственники скажут плохо. Пойдем погуляем еще. Да.
Или все? Я хотела немножко про фонтанчик сказать. Давай фонтанчик. Их изначально ставили в честь какого-нибудь хорошего человека. Ага. И когда ты наклоняешься и пьешь, ты как бы кланяешься этому человеку и благодаришь за все хорошее, что он сделал в своей жизни. А как понять, какому человеку Там хорошо? обычно надпись есть. А давай Есть- посмотрим. Нет, здесь Здесь нету. нету? Это городской фонтан, Ага. то есть муниципальный. Но он отсылается к легенде, которая называется Йот-Джур, что переводится как «семь вод». Это 7 святых источников, Ага. которые находились на горе Арагат. И если ты их нашел и хотя бы по глотку воды выпил из каждого из них, ты получаешь благословение, и никакие невзгоды тебе уже не страшны. Вот. Здесь тоже 7 фонтанчиков. Мгм. Вот. Эти бронзовые элементы на этом фонтане делал один из самых знаменитых ювелиров в Армении. Украсив их узорами, он зашифровал в них разные послания. Мгм. Например, вот там вот в глубине, вот здесь вот на Мгм. этих выемках, Да. буковки, которые складываются в слово «ануш». А «ануш» с армянского языка можно перевести как «приятного», «на здоровье». То есть Так. это тому, кто пьет из этого фонтана. Они на каждом фонтанчике везде «Ануш» написан, да? Мгм. Да. Ой, глянь, как интересно, глянь. Давайте наверх поднимемся. Здесь люди живут, поэтому... Это жилой снимать дом, так. получается. Да, с той стороны. Ага. Наверху нет, а здесь, с той стороны да. Типа музей ковров, Нет, это магазин. магазин. Паря здесь. А какой самый старый по возрасту? Сколько ему лет? 150 лет, 160 лет. И они не, собственно, в нормальном состоянии? Супер состав. Ну покажите, какой он. 150 лет. Это 150 лет? Это 160 лет из Шуши. Мгм. Например, это 110-115 лет, и цифра там написана. Это был подарок для свадьбы, вот Мгм. история. Кто подарил кому, в каком году. То есть вот это по краю здесь Да, идет каемочка история, да. кто... 1900 Год, да. И он 19. продается. Регион Караглух, да, и Гина как цена 35 35 рублей. А сейчас? А сейчас намного больше. Сколько нулей надо 0 миллионов. дописать? Ну сколько он примерно, ну если в евро перевести, сколько он будет стоить? Это, например, не из размера зависит, это история. И А, это да. может быть 3000, 3500. Например. То есть вот если человек придет, хочет, я хочу купить, 3500 евро он платит. И он счастлив. Да, это он хорошо купил, Это да. еще дешево, да? А? Дё- дё- Не дешево, просто Удачная покупка. удачная Да. покупка, это как капитал, как искусство и как А он вино будет только каждый год. дорожать, да, конечно, он будет только дорожать. Да. У нас есть 2 вида ковров. Вот этот называется горг, у него есть ворс. Ага. А есть карпет, он без ворса. Вот это без ворса, видите? Да. У него другая текстура. Это 130 лет, Это- например, это из Дилиджан. Мгм. А, сразу растительные узоры. Дилижан Дилижан. очень зеленая территория, это самые такие лесистые регионы Армении. И видите, сразу это отражается на ковре, он сразу в растительных узорах. А этот? А Тоже сам. этот самый интересный, если вы видели этот мультфильм Анахити Бачаган, Да, это да. Анахит. Анахит, Да, Анахит Виш- Это в честь этого, в честь легенды Да, в назван, честь да. легенды. В честь героя легенды. Прикольно. А вот это что такое? Для чего вот это? Это же... Это для осликов. Вот это очень интересная история. Когда карпеты худились от соприкосновения с чем-то, их не выбрасывали ни в коем случае, их разрезали на части и шили из них сумки, шапки, жилеты. То есть они становились частью Постаканники. одежды. Да, да. Да, друзья, если захотите купить ковры, очень такие оригинальные, в описании будет адрес этого магазина. Приезжайте, смотрите, покупайте. А вот шапки, Здорово. кстати, они называются тасак. Носят их и мужчины, и женщины. Они надеваются таким вот образом. Мгм. Вот так. У мужчин чаще всего платок подвязывался снизу, у женщин сверху. М-м. А платок зачем? Уши Чтобы... закрыть. Оно не закрывает уши. Оно лоб защищает. А чтобы уши закрыть от ветра, нужен платок.
Ясно. Так не получится. Ну, сейчас такие уже не носят, да? Носят? Носят? Почему? Я регулярно Носят, вижу людей, да, я регулярно вижу людей на улице. У меня есть свой, но я его брала за красивый узор, и он мне немножко маленький. Мне так некомфортно, я не могу его носить, но очень хочу, никак не получается. Представитель золотого века армянской поэзии. Для нас это такая же фигура, как Пушкин для России или Шевченко для И вот Украины. он, получается, Он жил в этом доходном доме. не там, где мы подгибались, а вот в Ну, в соседнем. одной из квартир. Нет, в Получается. этом здании. Ага. То есть в какой именно квартире сложно сказать, ну, в этом здании. Так, смотри, вот туф, он прям, он же совсем разного цвета, отличается... Включение, да, видите? вот такой. Это красный. Мы его красным называем. А вот это здание, видите, сочетание черного и Да. красного туфа. Здесь была в 1919 году здесь была открыта филармония. А вот сейчас вообще концертный зал. Еще черный, да, Черный такой? и красный Да. тоже. Старое здание, почти, по-моему, 150 лет. То есть Да, вот эта 150 улица чем-то. Обовяна, эта улица была Одна из самых старых улиц в городе. Она существовала еще во времена персидского владычества. Ага. Она тогда называлась Крепостная. Потом было название Астафьяна. Она была, или Астафьевская, еще по-другому говорят. Она была первая уложена булыжниками в Ереване. Потом она короткий, правда, период, но все-таки называлась Ленина. Была первая асфальтированная улица в городе. А сейчас она названа в честь Хачатура Абовяна. Это знаменитый лингвист. Он реформировал армянский язык, то есть современный армянский. Это очень большое влияние и очень большой вклад именно Хачатура Абовяна. И он был еще знаменитый педагог. В честь него назван наш педагогический университет. Собственно, на этой улице сохранилось много старых зданий. То есть по какой-то причине именно на этой улице они сохранились очень неплохо. Получается, улица Обовяна, это мы сейчас по ней пойдем, тут стройки идут, Убирают электричество под землю. под землю, Да. электричество. Прикольно, как ну, во всех городах должно быть. Друзья, когда вы будете гулять по Еревану, вот вы идете по улице Обовяна, влево уходит улица Северная, да? Или как Она это? вон там, Да. перед нами. Да, она А перед это нами. улица Арама. Улица Арама. Смотрите, какие дома крутые. Да, она раньше называлась Царская. Именно на этой улице в свое время жил, ну, и давно называлась Царская. Николай I, когда приезжал в Ереван, он жил на этой улице. Ребят, смотрите, я кого нашел. Это Санта. Блин, побегу. Сирон. Скин. Это девушка. Девушка. Санта. А это, получается, перед нами новый район уже, да, который Да. Но построили? прежде чем мы выйдем на него, хочу вам показать этот памятник. Потом отойдем, я расскажу, чтобы от стройки не было шума. А они ждут как раз, пока мы с тобой здесь. Уже не ждут. Что это за... Это Карабала. Карабала был реальным человеком, его звали Степан. Ага. Он был из очень богатой семьи, которая владела садами вокруг города. Ага. Но в начале советского периода их раскулачили. Он какое-то время пожил в Советском Союзе, женился, у него родился ребенок, но его подставили и сослали. Он пережил ссылку, вернулся в Ереван, но оказалось, что его жена вышла замуж за другого, и он буквально остался на улице. Единственное дело, которое он для себя нашел, он начал с городских клумб собирать цветы и их продавать. Когда набирал достаточно денег, чтобы в этот день покушать и выпить, остальные цветы он раздавал. Ага. Его очень уважали за то, что он не попрошайничал, и за то, что брал ровно столько, сколько нужно ему в этот день. Через 20 лет после его смерти ему поставили памятник ровно на том же месте, где он и стоял. Очень любил красивых женщин, всегда дарил им цветы. Часто сопровождал какой-нибудь скабрезностью, за что регулярно получал в глаз от мужей этих женщин. Вот. Мой папа его помнит, он его еще застал в Ереване, да. Северный проспект, одна из самых новых улиц в центре города. Он был закончен в 2008 году.
В изначальном генплане Еревана, вот генплане Еревана как столицы, Северный проспект был. Но он должен был быть шире, ниже и длиннее. Его сделали уже выше и короче. Очень в плане было так прописано, чтобы оперный театр в конце было видно полностью. И чтобы он как корона венчал Северный проспект. А он его, видите, ну не венчает. Не венчает, он просто его заканчивает. Да, он как блок такой стоит. Ключ от города, герб Еревана, крылатый лев. Вообще, что означает, что символизирует, точнее, лев на гербе города? Ну, у нас в регионе вообще водились львы. И, да, просто они давно вымерли. И лев, как и орел, это одно из гербовых животных, два гербовых животных, которые чаще всего использовали наши царские династии на своих гербах. Даже вот если вы возьмете герб Армении, вы увидите, что там гербоносцы, то есть кто держит герб, это лев и орел. Да, и орел, понятно, горы, но львы... Львы водились. Действительно водились. Это сейчас мы говорим лев и Африку представляем. Да. Были. Мы оставляем Северный проспект улица, в стороне, а сами идем дальше по улице Абовяна. Вообще Ереван очень круто растет, да, последние годы, скажем так? Ну, жилые дома строятся, конечно, строятся. Да, много строится, но в центре нет все. В центре жилые дома практически уже не застраиваются. Вот красивый дом. Да, тоже бывший доходный дом. И вон там тоже там Максим Горький жил раньше. Ну, когда-то. Вот в этом. В этом доме жил Максим Горький? Да. Где он только не жил. Так Да. Вот, да? Слушай, глянь, какой красивый дом на той стороне. Да. Это значимый дом. Вообще, изначально здание было построено 123 года назад. Здание построено было как первая частная хирургическая клиника в регионе. Офигеть. Там была небольшая клиника на 10 коек на первом этаже, а наверху жил врач, хозяин этой клиники. Потом здесь был институт по изучению вирусных заболеваний, инфекционных заболеваний. Вот, а потом здесь был, ну, вот это, знаете, компания советских аббревиатур, да, всяких учреждений. Здесь был, ну, как бюро по работе с иностранными туристами. Ну, вот так, если объяснить, чем они занимались, они этим Советское занимались. время. В советское время, да. Туристы иностранные. Ну, не, в Армению приезжали. Да? Вы что, да, Армения была открыта. Армения была такая фотокарточка, которую показывали иностранцам, типа, все в порядке, все хорошо. Типа, вот так. Сейчас проходили мимо рекламного щита, там написано по-русски «кот», и вверху написано по-армянски «кате». Тату. Коту. Коту, да. И я такой думаю, ну, спрошу про собаку. Как собака? Есть мужского рода либо женского? И оказалось, что в армянском языке Нету такого понятия. нет Рода, разделения да, нету. женского мужского рода. Да, не может быть существительное по умолчанию какого-то рода. Нет такого. Ну, это странно, да? Как бы вы как-то... Ну, я даже не могу представить, как можно формулировать, ну, тут, не знаю, предложение. Мысль, да? Да. Кот. А я вам Он. больше скажу. В армянском языке нету даже половых местоимений. Родовых. Ну, то есть, я не могу сказать, он стоит или она идет. А как ты будешь Я говорить? говорю, некто стоит, некто идет. Ну, вот смотри, вот там вот мужчина идет. Ты не будешь говорить мужчина Я идет? говорю мужчина, да, Так. но это категория. То есть слово мужчина, тагамар, означает там человеческое существо такое-то. Да, мужского пола. То есть я определяю это. Да. Но если я захочу сказать, он идет, по вот этому он, да, Ага. оно среднее. Я не могу определить. То есть, если, смотрите, вот вы закроете То есть глаза. ты не можешь сказать, она идет. Нет, не он идет, не она идет. я не Оно могу идет. сказать. Да. То есть я говорю инка. Ага. Инка может быть кто угодно. Ага.
Ну, то есть это просто определение одушевленного. Если я хочу уточнить, это женщина или мужчина, я прям скажу слово, женщина или мужчина. Ага. Вот, да. Надо... Мы очень прогрессивны по современным меркам. Кому-то это не понравится. Ну, так у нас было всегда, понимаете? Так у нас 3000 лет. Ай, так что я не знаю, кому это понравится, если не больше. Да, символично, что мы об этом говорим напротив кинотеатра Москва, да. А тут какие-то... Это площадь Шарля Азнавура. А. Она была так названа в честь великого шансонье, Шарля, когда ему да. исполнилось 90 лет, то есть еще при его жизни. Во времена Российской империи эта площадь называлась площадью трех конфессий. Здесь была армянская церковь, православный храм и мечеть. По приказу советской власти все три здания были снесены. Сначала была построена гостиница «Иривань». Это 1926 год. Пол здания продолжает быть гостиницей. Вторая половина «Союз художников». А потом был сделан кинотеатр «Москва». Это 1936 год. Кинотеатр «Москва» до сих пор функционирует как кинотеатр. Там проводятся даже разные кинофестивали. Памятник Азнавуру поставили буквально несколько месяцев назад. Звезды вокруг кинотеатра «Москва» Ой. это, опять же, восьмиконечные звезды. Бесконечность, да. Да, то есть это имена, вписанные в вечность. Да. Это имена знаменитых деятелей армянского кино. Но здесь нет актеров, здесь режиссеры, постановщики, кинооператоры, мультипликаторы и так далее. Например, есть звезда Роберта Саакянца или Лева Атаманова. Это знаменитые мультипликаторы. Лев Атаманов, я могу ошибиться, но он, по-моему, снимал «Снежную королеву». Мультик, помните? Да. Вот. Слушай, А Роберт Саакян снимал «Ух ты, говорящая рыба», «В синем море в белой пене», «Оставайся, мальчик, будешь нашим королем». Он страшный мультик Мальчик. такой. Я его в детстве боялся. Он не для детей. Да. А это театр русской драмы имени Станиславского. Все произведения там ставятся на русском языке. Кстати, довольно популярный театр. Шахматная доска здесь установлена. Раньше здесь были фигуры, но дети беспощадны, они разрушили все эти фигуры. Это было впервые установлено в честь введения шахмат в обязательную школьную программу. Уже около 13 лет шахматы в обязательной школьной программе в Армении. А еще, как в самом начале было сказано, из Армении чемпион мира по шахматам же. И не один. И не один. В прошлом году на Олимпиаде по шахматам сборная Армении была признана лучшей сборной столетия. Было такое объявление, собственно. Шахматы рулят. Да. Интересно, знаете, что сейчас? После того, как это в школу ввели, раньше все говорили про мужскую сборную по шахматам в Армении. Типа чемпионы были из мужской сборной. Вот типа шахматы в Армении мужские главные, а в Грузии женские шахматы. Но сейчас, так как шахматы в школе, у нас начали появляться девочки-чемпионки. То есть, по сути, их просто не водили. Да. Они были талантливыми, но их не водили, они не пробовали. Ну, шахматы вообще круто развивают умственную деятельность и логику, и все. Слушайте, даже если не развивают. Ну и как-то... Играть в шахматы уже хорошо, классный навык Да. образованного человека. Не имеет значения, развивают они что-то или нет. Вот мы решили зайти во дворик, немножко заглянуть, и тут увидели такую вот интересную вещь. Не во всех дворах это сохранилось, но в некоторых дворах сохранилось. В советское время в Ереване, в старом городе, встречались довольно часто вот такие вот бассейны. Жители сами наполняли их, и дети в летнюю жару могли купаться вот в этих вот бассейнах. К сожалению, очень мало дворов сохранилось, где сохранились эти бассейны хотя бы вот в таком виде. А сейчас их Не говоря уже наполняют? Нет, сейчас не наполняют. Я почему-то думал, что только в Турции, условно говоря, и в Испании, где-нибудь в южных странах таких вот такие во дворах бассейны, а тут Армения. Удивительно. Но сейчас нет, сейчас не заполняют, и далеко не во всех дворах сохранилось. Но есть еще, встречаются. Ребят, меня привели в маленькую кондитерскую такую,
Софья говорит, что это одна из лучших, да, кондитеров? Да, ребята очень вкусно все делают. Но она маленькая. Здесь на развес, на вынос. Такие вот вещи. Да, это вот Всякие вкусняшки. будете в Ереване. Тут только готы несколько видов. Сейчас я вам покажу, где она находится. Вот, видите? Это улица Хачатура Абовяна, дом 13. Очень вкусно пахнет. Ну, потому что ребята пекут прямо сейчас. Очень вкусно. Разновидность. Наполеон какой шикарный. Да. Здесь есть Павлова. О, Безе. Ой, это очень смешная штука. Это Микадо. Это изобретение армянских хозяек 90-х, когда было ограничено там Ага. муки, шоколада мало. И они делали очень тонкие эти коржи, добавляя туда какао. Делали крем такой простенький, тоже с какао, а сверху натирали шоколадную конфету. И это получалась вот такая вот сладость. То есть я ее только в Ереване встречала, больше этого нигде нет. Но То это есть вот такое изобретение, как голь на выдумке хитра, да? Сейчас я куплю тебе что-нибудь. Не могу идти без сладости. Без сладости, Всё, да. Давайте. Опа. Гата. Правильно? Да. Гата. Очень вкусно. Нас угостили. Нас угостили, дали бесплатно. Говорят, Потому что мы спорили, кто заплатит. да. В итоге никто не В заплатил. итоге никто. Заведение угостило. Мы пришли с вами на территорию двух церквей. Маленькая церковь называется Сурб-Католике. Она 12 века. Раньше она была больше, но в советское время вот эту вот большую часть ее снесли. Дело в том, что она датировалась 15 веком. И получается, что почему-то приняли решение, что, видимо, она не настолько старая, чтобы сохранять. А внутренняя, 15 век. да, а внутренняя часть, она оказалась еще и 12 века. И уже тогда смогли настоять, что это историческая ценность, и ее надо сохранять. Я правильно понял, что не знали про существование этой маленькой? Не, она была внутри, то есть вокруг нее была другая. Ага. То есть это была часть большой Мгм. церкви. То есть про ее существование знали, просто не знали, что она старше. Мгм. Она оказалась старше. А вот этот комплекс вокруг, который сейчас Это построен? ереванская резиденция главы армянской церкви и церковь Святой Анны. Ну, условно. Я не уверена, что он сейчас тут бывает. А это католикос называется? Католикос. Католико. Католикос. Не Нет. получится у меня так сказать. 12 век. Мгм. А как вообще переводится? Католике? Богоматерь. То есть он типа Он богомат. служитель Богоматери. Прикольно, 12 век. Вот эти вот клинья в стенах – это сейсмоотводы. Таким образом, увеличивали количество углов жесткости Мгм. храма и делали храм более устойчивым. Пулевые отверстия, то есть церковь явно использовалась как крепость. Мгм. Ой, это солнечные часы. Да. А как понять? Южная, палочка сюда ставилась, и от тени Ага, падал на этот. прикольно. Она реставрированная. Ну, видно, да, вот Да. тут Мгм. подмазано. Не, вот этот камень, вот этот новый, а вот этот старый. Мгм. А ты не знаешь, что тут написано? Это часто бывали надписи про какие-то важные события или дарения. Мгм. То есть, если, например, церкви подарили там какую-то землю, или, например, кто-то утварь какую-то Мгм. сделал, да, то есть часто об этом писали на стенах. На стенах. Вот здесь тоже есть. Видите, даже на новой церкви есть вот с той стороны надпись. Теперь в современных церквях делают такие Монументально прям так. рамочки для таких Мгм. вот надписей. Сейчас зайдем внутрь. Это получается, это как часовенька, да, используется? Да, там свечи ставят сейчас. У нас в нашей армянской церкви нет разделения свечи, где ставить свечи за упокой, где за Мгм. здравие. У нас все свечи ставятся в одном месте. Дальше не пойдем, это больше такая интимная вещь. Да,
Очень поэтому... такое личное. Мгм. Здесь. One second. Merci, Jade. Ребят, мы дошли до театра марионеток, да. да. Это первый театр каждого юного ереванца. Все имеют воспоминания из детства о том, вот как они здесь были. Натертые носы, копыта. Да, всё, дети что же можно. ездят на них, да. А взрослые труд на удачу. Да. Варданян. Это, Это скульптор и архитектор. Мгм. Указаны, а изображен Ереван Манарян. Ервант Манарян. Манарян, да. Здесь есть еще колокол знаменитый, в который все дети звонят. Тоже очень любят его. Все время ты на улице. А я сейчас сам Да. позвоню. Чем я не ребенок? Да, конечно. Ну и трон для юного принца. Это оставим Да. юным принцем. Лебединое озеро – искусственный водоем. Летом он заполнен водой, зимой здесь каток. Мы с вами в межсезонье находимся, Да, поэтому ни каток воды. ни того, ни другого. Каток только монтируют. Этот ландшафтный дизайн был сделан в 60-е годы. Несмотря на то, что он очень современно выглядит, но это 60-е годы. А памятник – это памятник Арно Бабаджаняну, знаменитому армянскому советскому композитору. Он писал музыку, Роберт Рождественский был поэтом, и многие песни Муслима Магомаева – это именно его музыка. Я обожаю Магомаева. Да. У меня жена обожает Магомаева. Вот. Когда поставили памятник, сначала его очень критиковали, не понравились руки, руки потом меняли. Да Но ты что, если серьезно, что ли? честно, да, если честно, мне очень нравится этот памятник. Бабаджанян, он был очень яркий внешне, у него был реально очень крупный нос, длинные руки и длинные пальцы на этих руках. Когда ему было около 11 лет, в школе, в которой он учился, было мероприятие. И туда пришел сам Арам Хачатурян. И маленького Бабаджаняна выпихнули перед Хачатуряном, чтобы он им успел. И он им успел. И Хачатурян был в шоке. Но не столько за талант мальчика, сколько за его забавный внешний вид. Он не выдержал, он подошел к нему и сказал: мальчик, с таким носом, как у тебя, с такими руками, как у тебя, ты избранный. Ты обязательно станешь очень знаменитым музыкантом. Никогда не бросай заниматься музыкой. И, по сути, напророчил ему великое будущее. Да. Ну, видел. Видел, да. Видел. А скажи, пожалуйста, что означают цвета флага армянского? Этот флаг... Давайте длинную историю расскажу. Мы про основание Еревана поговорили, Да. но мы не поговорили про то, как Ереван стал столицей. Ереван очень молодая столица, 1918 год, всего 107 лет назад. Дело в том, что наше пребывание в Российской империи в общей сложности было более или менее благополучно. К 80-м годам 19 века, простите, к 80-м годам 19 века в Османской империи начала нагнетаться ситуация с пантюркизм, панисламизм, пантюркизм, национализм, нацизм, вот эта вся история, которая в итоге привела к геноциду, и не только армян, очень много кого. И очень много беженцев бежало из Османской империи, в том числе в Российскую империю. К 15 году, 24 апреля 1915 года, в Османской империи уже начинается такой полноценный геноцид. В 17 году в Российской империи начинается гражданская война, а к 18 году турки решают, что раз в Российской империи бардак, то почему бы не попробовать этим воспользоваться. Они собирают довольно серьезную армию, пара сотен тысяч человек, и направляют это на захват Закавказья.
Армения на тот момент, она, ну, вообще Армения для турок это ворота на Закавказье. Вот пока ты Армению не возьмешь, Закавказье ты контролировать не будешь. И в Армении на тот момент был всего один белогвардейский корпус, это около 20 тысяч человек. Из них было 200 офицеров и 2 генерала в общей вообще не сложности. было. Ну, очень такое По сути. условное количество. Ребята объединяются с местными националистами, партизанами. Армия собирается такая многонациональная, есть ополченцы, выступают против турок. Турки, наступая, берут города, например, Александрополь или Гюмри был взят. Недалеко от Еревана, ну, это в пределах там 20 километрах от Еревана. Ну, так, извини, тут до границы с Турцией нынешней. Это сейчас. Да. Это сейчас. Границы изменились. Да. Недалеко от Еревана, буквально в 20 километрах, ну, меньше, чем в 20 километрах, случается решающая битва. Со стороны Турции туда приходят 30 тысяч солдат, со стороны Армении 6 тысяч. Битва получила название Сардарападское сражение, она длилась неделю. Ого. Закончилась она 28 мая 1918 года безоговорочной победой Объединенной армии Армении, отбрасыванием турок со всей территории Армении, объявлением Армении независимой, а Еревана столицей. И вот эта независимая Армения разрабатывала флаг. Это была целая история, там было много версий, в том числе была версия со всеми цветами радуги, да, то есть вот разные были версии, но в итоге сошлись на версии красно-сине-абрикосового. Красный – это символ борьбы вот в том же Сардарападском сражении и так далее. Синий – символ синего высокого, чистого, свободного неба. Абрикосовое – это и плодородие, и благополучие, и талант. Это земля яркая такая, плодородная. Ну вот получается такой вот как раз флаг. Красный, синий, абрикосовый. Да. Это, кстати, вот республика 1918 года, это первая республика. Вторая республика – это Советская республика. И третья республика – это нынешняя республика. Флаг первой и третьей республики совпадают. Совпадает, да. Ребят, неочевидная локация. Да, это подарок Еревану на день рождения от армянской диаспоры Амстердама. Еревану тогда исполнялось 2800 лет. Это памятник армянскому волкодаву. Это порода собак, это из рода овчарок, там, волкодавов и так далее. Ну, как... Ну, это пастушья собака, получается, да, пастушья собака, да. Он в метр холки, то есть это его натуральный размер. В Армении в разговорном формате говорят гампр. Гамбр? Гампр, большой. Переводится гампр. как такой большой такой вот. Они спокойно против волков выступают, абсолютно спокойно, он не боится. И некоторые из них могут выступить против медведя. Совершенно спокойно тоже. Интересные, очень большие, красивые собаки. Они вживую цвета песка. И у них такие темные намордники на носу. Очень интересно выглядит. Ну, здесь, видишь, золотисто такой. Да, здесь немножко наоборот. Да. Ну, гладят. Ребят, смотрите, какой павильон такой входа в метро. А вход в метро с той стороны, получается, да? Мы сейчас обойдем. Да. Метро молодежное. А молодежи тут действительно много. Тут университеты, получается, рядом университеты, да. Софья говорит, что в метро в Ереване снимать нельзя видео, типа объект стратегический. Да, нельзя. Давайте проверим. Сейчас попробуем. Все же, да, иностранная карта здесь не оплатить. Ты меня пропустишь? Конечно, берите. Приложите ее просто. Проехали пару станций на метро, чтобы попасть, как это называется по-армянски? Это что, на рынок? Рынок как по-армянски? У нас вообще шука. Шука. На Шуку, в Шуку. Ну, короче, мы приехали... В район рынка. Да, чтобы... Торговый район. Посмотреть... Давайте. Посмотреть на это
Как Что бы- такое базар, что рынок? такое базар? Да, по-армянски. по-армянски. Ребят, видите циферку номер 2? Дело в том, что в Ереване был старый крытый рынок, очень красивое здание. А я его по-моему, сейчас снимал, покажу, да. Как, ну, Да. точнее, следующий. Будет у вас сюжет про него. Да, из него сделали такой супермаркет. Но торговцы, которые когда-то торговали на этом рынке, они все переехали в здание номер 2 или рынок Да. номер 2. Вот до сих пор есть циферка номер 2. Да. Заходим. Давайте зайдем, посмотрим. Да. О, за рынок номер 2. 2. Смотри, как чистенько, Да. аккуратненько. Здесь. Если хотите, угощайтесь. Софья меня предупреждала, говорит, будут угощать. Здравствуйте. Это О, абрикос? офигеть. Абрикосовый? Грецкий орех, грудь и апельсин. Абрикос. Это гранат и малина. Это бомба. Необычайно. Да, это я попробую, я не пробовала. Слушай, офигеть. Еще я вас угощу самый вкусный. Это называется алани. Алани. Я не успеваю это все есть. Успевает, падет, платит. Ой, вкусные М. Все А что вкусные. это? Мандарин? Мандарин, абрикос и грецкий орех. А вот Бог мой. это хурма фаршированный, королек. Сахамур. А это персик. Боже. фаршированный. Алани. Так называется. Спасибо. Все вкусные и свежие. Самый Слушайте, главный. очень вкусно. Мы сюда ехали, я выпуск снимаю про Ереван. Да? И я Софье говорю, это гид. Говорю, был в Ташкенте, там на рынке в Самарканде. Я говорю, сейчас интересно сравнить в Армении. Ну вы меня прям с С порога. с первых шагов поразили. А вот это армянский молодой зеленый орех. Грецкий орех. йод в Это не организме. чернослив? Нет, это Нет. грецкий орех. Это молодой зеленый орех, грецкий. Боже. Как это орех может быть? Зеленый орех? Ну, он твердый? Нет. Нет, нет. Мягкий. Это йод в организме. Я никогда в жизни Очень. такого не ел. Давай желание. Загадывайте желание. Вообще чума. Все, мы никуда не пойдем. Нет, Давай, всё, остаемся. давай что-нибудь купим. Без проблем. Еще я вас угощу. Армянский, вот это фручелло. Там абрикос тоже есть. Это виноградные. Возьмите. Ой. Еще гранатовый я дам. Такого, я не думал, что такое может быть в жизни, что Это гранатовый. Только вступили. А вот сюда все натуральные сухари. Мгм. Без сахара. Без сахара. Как вас зовут? Сатаник. Сатани? На все Сатаник. миры это место Сатаник. узнаешь. Пряников у меня фотографии есть. В Мгм. Америке, М. Дубай. 10 минут назад Мгм. Дубай фотографии, блогер, Да. и там показывает 17 миллионов Просмотров. просмотров. Вообще, слушайте, а ну толст- а вот это что такое? Это алани. Это вот то, что вы пробовали. Подожди. Вот, Вот эти вот штучки. Мгм. Да, вот эти вот вот. это. Это оно. Вот. Вот такое, А да. вот я же не съел. О, Все бомба. Да, вкусно, вкусно, конечно. Малиновый очень вкусно, интересно. Это я сама делаю. Все смотреть, готовить. Рецепт Мгм. не таких. Это я сама Повторить невозможно. делаю. Да. да. Ребят, у меня за щекой, в руке, и я еще не съел. И этот поток не прекращается. О, чума. Короче, приезжайте в Ереван, сразу на рынок Кизил идите. вам нравится? Я кизил вам угощу. Я никогда не ел кизил. Это бомба, бомба. Дайте сюда. Вот пакет я дам. Я уже в ладошке не хватает места, мне вот. Пакетик, Пакетик. да. Хамецик.
О, Да, это Да. я бросаю, это Так. возьми. А вот это кизил. сейчас кизил. А для меня кизил, знаете, это вот, мне казалось, эти животные едят, мне так казалось. Что это- Не, он вкусный. Да? Из него варенье Очень делают, вкусно, то есть варенье. хорошее, да. Мгм. Это если чай готовить, добавить. Это очень помогает, чем лекарство. Желудки, Очень витамина С давление, много Да, да, в да. кизиле, да. Да. А магний где, в каких фруктах? Или магний он не водится в фруктах? Мне кажется, нет, Нет, это рыба все-таки. Да? А это натуральный персик сушеный. Без сахара. Персик натуральный, сушеный, без сахара. А это армянский Абрикос. абрикос. Боже. Абрикос армянский. Это дыня, арбуз. Сушеный арбуз. Никого так не готовить. Это мы сами сушится. Гляньте, сушеный арбуз. Сушеный дыня. Дыня. Это хурма. Чернослива, яблоки, груши, абрикос, алыча. Все есть у меня. О, Черешня, вишня. я думаю, на этом можно заканчивать наш Ой-ой-ой. эпизод Ничего. из ереванского Не рынка. бабся цветя, Бенся. Надо сейчас что-то купить, потому что вкуснятина. Накормили, целый день можно не есть. Сейчас. Но надо быть А. благодарными. Всех разных видов. Да, да. О, красота, конечно. А вкусно просто огонь. Не по связочке, а по карте. одной штучке. Это наши, по правде, новогодние украшения. Да, это новогодние вкусности. Мы на новогодний стол обязательно ставим. Я всегда прихожу на рынок перед Новым годом Мгм. и покупаю сухофрукты, орехи. Да. Сейчас Софья за меня решит, скажет, что нужно взять в качестве гостинца из Еревана, с этого рынка. Смотрите, вообще какая красота. Спасибо большое, Я я уже Еревана. угостил. Спасибо большое. Я про себя, собственно. Спасибо. Все хотят угощать. А вот это Блогер. А это что такое? Инжир. Да ешь. Не, у меня слипнется. Челява с кисумем. Давай. Инжир вообще классно, да. Мандарин. М, Апельсин. мгм. Да. Очень. Вообще огонь. Все вкусно. Любите сладости, одним словом. Это не сладость. Это Это, витамины. ну, слушайте, это не сладость в традиционном понимании. Это прям кайф какой-то чистый. Мгм. Есть абрикосовый, Да. есть гранатовый, вишневый. Дранки шатанов, да. Но это разрезается. Вот Это так как резать, я понял, режешь. да. Да. Хотите вот абрикос, это слива, это гранат. Какой хотите, вот сюда. Абрикос давайте. Абрикос. Оставить. Спасибо. Две разные черешни, Мгм. вишня с миндалем. Армянский сыр с особенно. плесенью, смотрите. Особым образом. Да. А вот такой без плесени. Такой же, но без Да. плесени. Там копченый, этот с зеленью. Плесенный сыр, это Мгм. очень натуральный. Мгм. Да. Это диетический сыр, сулугуни, Мгм. чечил, А вот это что за... сыр. Это тоже закопанный сыр. Арман, бохчахи честь берем, Арман. Гастрономический рай. Да. Это очень вкусный сыр. Попробовал. Козий Քավերշիտ сыр. նկարահանում Второй. բանը Ребята, երկար вообще. ճանապարհ ունի չի Մեգա, կարա մեգա, բանից մեգա. տանի էլի Ой, это у меня дети обожают. всё լավ Нет. Merci Когда շատ приезжайте, приходите. обязательно Вообще, слушайте, фантастические вкусы. առաջի անգամ է Հայաստանում
А вы сами делаете это все? Нет, это Ничего где-то... мы не сделаем, наши родственники все Ну, как сделают. родственники делают, да? Да. Но семейное получается, да? И утром до вечера здесь. Когда можем? Не, ну понятно, что не вы, но это как бы Ну, семейное, да. да. Икана. Ага. Мы с вами сейчас подходим, по сути, к сердцу Конда. Конд появился вокруг церкви Иоанна Крестителя. Она была построена в 15 веке. Сейчас мы ее увидим, конечно, в реставрированном варианте. Она была отреставрирована примерно в 70-е годы 20 века. Церковь построили в 15 веке, и вокруг нее была открыта школа. Школа художественная, и сразу вокруг нее же разросся жилой район. Первым населением Конда были 46 армянских семей. Собственно, детей водили в школу, а сами жили вокруг церкви. Это тоже туф, да, получается? Это тоже туф, красный туф. Слушай, а вот эти орнаменты, Это они... называется хачкар. Слово хач означает крест, слово кар означает камень. Украшаются они растительными геометрическими узорами. Растительные узоры – это символ древа жизни, жизни и возрождения. А геометрические узоры – это символ вечности, бесконечности и так далее. Вот это символ мироздания, символ Вселенной, а также символ чрева Богоматери, из которого рождается крест Иисус. Крест и есть Иисус. Поэтому у нас на кресте нет изображения распятия. Крест символизирует Иисуса или только что рожденного, или уже воскресшего, но не распятого. Слушай, а вот это, подожди, это же, наверное, вот внизу дата, это, видимо... Это копия, оригинал был сделан в 1602 году. А вот там написано, там что... 1456, ну разные. То есть, Еще написано, кто подарил. Мгм. А как вообще, какая, ну это какое-то символические, получается, значение, да, имеет? Это особый вид малой архитектуры. Вот, ну, в православии иконы есть, да? Ага. А у нас вот такое. Окей, а если мы зайдем внутрь? Внутри не будет. А икон у нас нет. Икон у нас нет. У нас есть святые лики. Иконы, они пишутся на дереве, и им, грубо говоря, направляется молитва. Я могу как-то очень неаккуратно это говорить. А у нас есть понятие святые лики, это больше нечто образовательное или декоративное. Им не направляется молитва. А мы можем туда зайти Конечно, сейчас? конечно. У нас нет икон как таковых. Нет, Ой, нет, нету эта входа? дверь закрыта всегда. Это не икона, это картина. А чем она отличается от иконы? У них другая перспектива, другие материалы и другое назначение. Мы сейчас прям зайдем в район Конд. Дело в том, что Конд, он почему сохранился лучше, чем некоторые другие части Еревана. Дело в том, что в 1679 году и в 1840 Ереван очень страдал от землетрясений. А Конд, видимо, из-за местоположения или каких-то других причин, он оставался целым. И когда Ереван стал столицей, Александр Таманян начал готовить генеральный... Да, охранник. Ага. Да. И Александр Таманян начал готовить генеральный план для Еревана. Он хотел сделать в Конде такой этнографический музей. Но он не успел. А когда его последователи попытались сюда зайти, они столкнулись с вооруженным сопротивлением
со стороны жителей Ничего себе. этого района, настолько, что здесь провели обыск. И в ходе этого обыска был найден пулемет Максима. Они решили от греха подальше сюда не входить. В итоге сюда не провели ни электричество, ни газ, ни нормальной канализации. Вот такое гетто, получается, было, да? Ну, я бы не сказала, что гетто, потому что здесь жили люди разного достатка. Ну, и сейчас... Без средств, без современных, условно, без канализации, без... Ну, да, долгое время, да. Электричество ребята протягивали от соседних зданий. Им раз в неделю его срезали, они раз в неделю его опять протягивали. это кто Варят такой? здесь. Это Шарль Азнавур. Шарль Азнавур. Сразу не Да. признал, извини. Да. Да. Вот. Да, с канализацией особенно было здесь тяжело, но в итоге сейчас все в порядке, конечно, с развалом Советского Союза. Все было сделано. При этом Конд уже 100 лет хотят снести. Но 100 лет Конд стоит, Держится. держится Ну смотри, упрямо. вплотную подошли уже, да, Да, вот эти дома прям. подгрызают. Мгм. Подгрызают. А это стрит-артисты. Когда говорили про снос Конда, аргументом был, что он некрасивый, серый и неинтересный. Стрит-артисты сказали, ах, так, Сделаем цветным. сделаем цветным. Да, пришли и раскрасили Конд. Двин — это гостиница, получается, да? Да. На границе двух цивилизаций. Справа современность, слева... Да, верникулярная архитектура. Я даже Это слова такого не называется знаю. Самострой. Что, заходим? Не Не? здесь, чуть дальше, там интереснее будет. Вон Двин, а вот это здание. Да. Погружаемся в Да, Конд. заходим уже Это, внутрь. знаешь, как будто в какой-то действительно район криминальный мы заходим. Самый Нет, он криминальный район абсолютно Еревана. А здесь орудуют банды и шайки грабителей. Будьте осторожны, берегите свои карманы и сумки. Шутка, ребята, И шутка. Ниссаны. Да. Ереван вообще считается безопасным Одним из городом. самых да, безопасных в городов. части уличной там преступности или еще что-то. Да. Поэтому здесь можно смело гулять и днем, и ночью без риска Для попасть, здоровья и кошелька. да, попасть в какую-то неприятную ситуацию. Вот бывшая сторожевая башня. Электричество. Ага. Это здесь Провода. охранники были типа на контрольный района, пункт да, контроля. Да. Вы слышите, как мы легко дышим. Это все потому, что мы идем по равнине Да, после рынка. после рынка. Да. Но мы спускаться будем. Не подниматься. Слушай, ну вообще, как бы, люди, да, действительно, там сотни лет здесь живут, передается по наследству все, и как Конечно. бы менять образ жизни людей для того, чтобы построить тут какие-то многоэтажки или еще что-то. Ну нет, многоэтажки здесь точно не имеют никакого смысла. Слушай, а он находится на возвышенности, и это какая, я читал, что и какая-то лава разлитая была, да, или что-то, слой чего-то того-то. У нас до 2000 вулканов было на территории Ага. Армении. Здесь все везде лава разлита. Это цельная плита, видимо. Мгм. Какая-то титаническая цельная плита, на которой сверху поставлен город. Мгм. И плита, если двигается, она двигается целиком. То есть не кусками, и поэтому здесь здания остаются целыми даже при землетрясениях. Друзья, вот камера смотрит прямо на Арарат. Вы его видите? Нет? Ну, мы тоже его не видим. Да. Но он там. Он там. Он там. Знаете, что он там, совсем недалеко отсюда. Этот символ Армении, находящийся, правда, на территории соседнего государства, но, тем не менее, Он не перестает быть Да. армянским, да? вот это вот разрушенное здание было мечетью. Да. И здесь живут люди.
Из него сделали Подожди, многоквартирный сейчас? дом. Сейчас тоже. Вот, подожди, Подождите. вот сейчас здесь, в этом доме, вот, Конечно, да. офигеть. Можете представить условия, в которых живут люди вот в таком доме? Может быть, он с этой стороны? Ничего, да нет, вот это же мрак. Вот получается картинка, как она выглядела. Мечеть. Такое себе. Слушай, ну по сути, Конта это такой район старых полуразвалившихся домов, да? Ну, как бы... Здесь люди живут, и здесь архитектура живая. Она сама строится, сама развивается на архитектурной мысли и воле жителей этого района. Ну, знаешь, как заявляется, что Конта это Да. типа... Вот раньше Ереван вот был таким. Расположение улиц, возможно, многие здания. В Ереване раньше было больше таких районов. Мгм. Но сказать, что Ереван был таким, ну, смотря когда. Раньше вообще все города были такие, собственно Ну говоря. да. Это же сложно так, прям, каким таким? Ну, Ну, на фиг его этот знает. вопрос стоит ответить Да. сначала. Привет, кот. Привет, Черныш. Да. Лобик свой. Это получается типа... Это старый дом, один из старейших домов Еревана. Он 17 века. Это жилой дом, абсолютно. Это бывший дом Мулы. Собственно, ребята здесь организовали небольшое кафе, маленький сувенирный магазинчик, дают вареный кофе. Вареный не в смысле колбаса вареная, когда Сваренный. сваренный армянский кофе. Очень вкусный. Кстати, 500, забыл, драм. Да. Ну, чуть больше, да. А там получается жилая комната. Туда мы не пойдем. Вот. Это тоже часть Конда. Он весь со старыми вот этими укрепительными Да, зонами от землетрясений, да? Это все живое. Мы покидаем район Конд и выходим, так сказать, в цивилизацию. Мы подходим к голубой мечети, точнее подошли уже. Она относительно молодая из мечетей, которые были когда-то в Ереване, но самая красивая и единственная сохранившаяся. Она была построена в второй половине 18 века. Во времена Советского Союза ее хотели, как и другие, снести, но за нее заступился тот же Александр Таманян, за нее заступился Егише Чаренц, многие знаменитые люди, и таким образом ее смогли сохранить. Мечеть сохранилась. Здесь сначала был музей города Еревана, потом здесь был открыт планетарий, а в 1999 году мечеть была передана Ирану и была открыта как полноценная, она отреставрирована была и была открыта как полноценная мечеть, а также медресе, то есть здесь школа. В принципе, любой человек может сюда прийти и сказать, что он хочет изучать фарси и ходить на классы фарси. И Иран и здесь, получается, да, Да. поучаствовал? Да, ну мы же были в вот, составе Персидской да. империи. Да. Друзья, мы продолжаем наш выпуск из Еревана и про Ереван уже без Софии. София, тебе большое спасибо, огромное спасибо за проведенную экскурсию. К сожалению, по техническим моментам наша финальная часть не вошла в выпуск, она мне потерялась где-то на флешке. И продолжаем гулять по каскаду. Каскад – это место, где Ереван делает вид, что просто построил лестницу, а на самом деле устроил огромную городскую гостиную-выставку.
А снизу все начинается довольно невидно, сквер, скульптуры, люди с кофе, дети, которые бегают по ступенькам. И скульптуры непростые, скульптуры со смыслом, с разных концов страны, мира. Но чем выше поднимаешься, тем больше понимаешь, что это не просто архитектура, это такая вертикальная прогулка по характеру города. Здесь никто никуда не спешит, кто-то сидит на ступеньках и болтает, кто-то слушает уличных музыкантов, кто-то просто смотрит на огни Еревана и на Арарат, который то появляется, то прячется в дымке. Внизу жизнь кипит, наверху тишина и ощущение, что ты на балконе над целым городом. И да, каскад — это еще и честный тест на выносливость. Можно, конечно, ехать по эскалатору внутри, но самое кайфовое — отдышаться на очередной террасе, оглянуться назад и поймать себя на мысли: кажется, я начинаю понимать этот город. Yeah, I'll try, but if I like it.